Всем салам с канала Каспийский берег. Друзья, сегодня готовим необычное блюдо из бычьих хвостов, из коровьих хвостов. Значит, бакинцы это называют бюздüm, но мы будем называть немножко по-другому. Это будет буглама из бычьих хвостов. Буглама не совсем обычная, немножко с моими дополнениями. В общем, приступаем к готовке, друзья. Сначала хвосты нужно нарезать по позвонкам. Так, залим огонь. Нарежем лук, друзья. Лука нам понадобится много. Вообще, знаете, друзья, это блюдо очень вкусное. Именно вот это мясо, хвостовая часть или шейная, там очень много соединительной ткани. Вот именно для варки, для тушения это мясо номер один. Так что блюдо обещает быть суперовым. Так, нам осталось что? Нам осталось раздавить чесночок, подготовить помидорки, и все, можно приступать к готовке. Чеснок мы просто вот так раздавим, друзья, чтобы он больше соков отдал нашему мясу. Вот так. Помидоры у нас сегодня мелкие, друзья, так что я думаю, мы положим их целиком. Даже не будем нарезать. Только оторвем хвостики. Это хороший бакинский сорт, кисло-сладкий. Так, в первую очередь, друзья, выложим из лука такую подушку.
Теперь выкладываем наши хвосты. Самые крупные в середине. Друзья, и вот это не курдюк. Потому что похоже на курдюк, многие могут подумать, что это курдюк. Это вот такое настолько жирное, сама наша коровка была, бычок. Это вот у основания хвоста столько жира много. Значит, выложили мясо. Мясо здесь. И продолжаем теперь. Так, лавровый листик. Это уже так, классика для вкуса. Перец, горошек. Так, не забываем про чесночок. Наш подавленный. Друзья, и это вот эта добавка от шефа, как говорится. Это сушеные помидоры. Сушеные помидоры в оливковом масле. Теперь все это дело мы хорошенько посолим. И последний штрих — это сливочное масло. Куда же без него, как говорится. Вот так разложим. Засыпем оставшимся луком. Зальем это стаканом воды. Накрываем крышкой и оставляем вот так на самом-самом медленном маленьком огне на 2-3 часа. Все. Следим за огнем. Еда будет такая, что без соления никак не обойтись, друзья. Это просто обязательно. Огурчики.
ребрышки. Только с базара. Все, друзья, пойдем посмотрим, что там творится. Так, мы сейчас просто подглянем. Я думаю, готово, но на всякий случай пока снимать все не будем. Ага. Все, процесс уже близится к завершению, друзья. Бульканье, которое нам нужно. Так, друзья, закроем еще на контрольные 15 минут на всякий случай. Все, друзья, прошло еще полчаса. В общей сложности уже 3,5 часа наши хвосты тушатся. Вот так все. Аккуратненько снимем фольгу. Посмотрите, какая картина. Ну что, идем пробовать, друзья. На вид супер, друзья. Сейчас посмотрим, что у нас в реале. Вот так, посмотрите, как мясо отходит. Так. Раз, позвонок. В сторону его. Свежий хлебушек. Невозможно, честное слово, невозможно передать. Насколько нежное и, самое главное, насыщенный вкус. И знаете, из-за того, что это хвост, там очень много соединительной ткани. Лучше вот этой части туши, наверное, для тушения нету. Еще один позвонок, чтобы вы просто видели, насколько мясо получилось мягкое. Посмотрите. Вот. Помидорчик.
кусочек мяса, друзья. Вот по пятибалльной системе 5 с плюсом. Очень жирно, очень насыщенный вкус. Обалденная вещь. Под такой жирный обед 50 грамм просто обязательно, друзья. Ваше здоровье. Счастье в вашей семье. Будьте здоровы. Друзья, честно скажу, мне самому сегодня очень понравился вкус этого блюда. Вещь просто обалденная. Всем советую. Ну а если вам понравилось то, как мы это приготовили, то, как это выглядит, просьба не забывать ставить лайки и подписываться на наш канал. До свидания, до новых встреч на Каспийском береге. До свидания, друзья.